Продать недвижимость на Северном Кипре и купить в какой-то другой стране. Например, в России, в Беларуси, в Казахстане, либо в любой другой стране, не обязательно СНГ. Это довольно частый запрос, с которым мы сталкиваемся, когда к нам обращаются с целью продать недвижимость на Северном Кипре. Мы всегда стараемся смотреть на ситуацию глубже, чтобы понять, какая задача стоит за продажей недвижимости. Потому что ни у кого никогда не бывает цели просто продать квартиру, чтобы она была. Если бы была такая цель, продали бы за $1, все, задача выполнена. Какая задача решается методом продажи недвижимости. И, соответственно, мы помогаем решить задачу в комплексе, то есть понять, в какой точке Б нужно оказаться клиенту и какими путями до этого дойти. В этом-то, собственно, и заключается наша работа. А раз уж у нас такой запрос возникает системно, мы подумали, что будет полезно записать для вас такое видео, чтобы вы самостоятельно могли прикинуть, как решается конкретно ваша задача в конкретно вашем случае. И начинать я рекомендую всегда с конечной точки, где вы хотите оказаться по итогу. Многие почему-то начинают наоборот: давайте выставим в продажу квартиру там, или дом, давайте посмотрим, что там получится, а там уже будем что-то думать. Но если у вас нет конечной точки, в которую вы хотите прийти, вы упускаете множество возможностей для решения вашей задачи конкретно. И поэтому у вас, может быть, и квартира не продается, и поэтому вы до сих пор, может быть, и не переехали, хотя хотели бы. Я же рекомендую начинать как раз с конечной точки, то есть где нужно оказаться по итогу. По определенным причинам я не буду приводить вам каких-то конкретных примеров. Нужно, чтобы вы здесь делали вместе со мной именно по своей задаче, что конкретно у вас. Я буду только направлять по тем пунктам, по которым нужно пройти, чтобы задача решилась. В первую очередь, представьте, какая недвижимость вам нужна по итогу, когда вы уже переехали, когда вы уже продали, когда вы уже купили встречку и уже живете. Я рекомендую сейчас отстраниться от бюджетов, от ваших прикидок, сколько может стоить, сколько денег может остаться по итогу. Вообще деньги сейчас просто убрали. Сейчас берите листочек и на нем записывайте, какая она квартира вашей мечты. И причем для начала можно разделить листочек на 3 столбика. И в первом столбике просто писать, что вы хотите получить по итогу. Пишите максимально открыто, без привязок к бюджету, без привязок, просто как вы себе представляете ту недвижимость, в которую вы уже переехали по итогу. Я специально не буду здесь подсказывать и не буду давать вам каких-то конкретных кейсов, потому что вы должны выгружать из головы то, что у вас в ней есть. И если я вам буду давать подсказки, какие тут параметры могут быть, вы пойдете по моим, а это неправильно. Потому что вам важно понять, что именно для вас важно. Поэтому просто пишите, как вы себе это представляете. Если сложно, если вы понимаете, что особо нечего писать, не можете, представьте, пофантазируйте, посовещайтесь с близкими, с которыми вы будете жить в этой новой квартире или доме, где вы хотите оказаться. Как вы себе представляете быт, как вы себе представляете образ жизни, что вы представляете снаружи, как вы себе представляете образ жизни в плане ваших ежедневных каких-то рутинных дел. И у вас будет находиться понимание, что для вас важно в этой недвижимости, внутри нее, в ее размере, в ее планировке, неважно, там, в ее окружении, в локации. Это все начнет прорисовываться, когда вы будете задавать себе вопросы, что я хочу получить по итогу. И пишите. Не ограничивайте себя ничем, просто пишите, какая она недвижимость вашей мечты, в которой вы хотите оказаться. Ограничить себя вы успеете потом. Сейчас просто мечтайте, где вы хотите оказаться. По итогу у вас должно оказаться здесь минимум 5 пунктов, лучше больше. Пишите все, что есть, потому что лучше мы их потом проверим на важность, чем у вас здесь будет недостаточно параметров. Но меньше 5 писать нельзя, надо задавать себе еще вопросы. А когда вопросы закончились, задайте себе, а что еще? А что еще для нас важно? А что важно моим близким? И вот так вот у вас должен получиться довольно внушительный список. Когда этот список пройден, задайте себе по каждому из этих пунктов вопрос «почему?». Так вот сделаем. Почему для меня это важно? То есть вот у меня есть, к примеру, пункт, я хочу там, допустим, только на 0-м этаже. Почему? Зачем? Почему мне это так? И ответьте себе честно на вопрос. Вас никто не спрашивает, вы сами себя спрашиваете. Ответьте себе максимально честно, зачем вам это? И здесь у вас будут появляться ответы. Даже если вопрос кажется дурацким и очевидным, все равно запишите его. Но вам станет понятно, зачем вам это нужно. Какие-то параметры могут отвалиться уже на этом этапе. И действительно, а зачем мне это? А может быть, просто, не знаю, в Инстаграме, у соседей или еще где-то насмотрелся, тоже захотелось, а на самом деле мне-то это и не важно. А может оказаться наоборот, мне важно, потому что я хочу жить вот так, и на другое я не согласен. И это тоже нормально. То есть здесь вы уже будете понимать, зачем вам конкретно то, что вы себе намечтали в первой колонке. Далее, когда и этот пункт пройден, в третьей колонке мы еще раз по каждому из этих аргументов, по каждому из этих параметров зададим себе вопрос, что если? И по каждому пункту
так как я уже вам одну подсказку дал, больше не дам. Допустим, вы хотите только на нулевом этаже. И задайте себе вопрос. А вот представим, что на рынке, вот в том городе, в той локации, где вы себе выбрали, появляется квартира, допустим, ну или дом, что вы хотите, что вы ищете. Вот она не на нулевом этаже, на высоком этаже. И вы такие, да плевать, я хочу в ней жить, я ее покупаю. Вот что в ней такого должно быть, чтобы вы вот этим своим пунктом могли, скажем так, поступиться. И на какие, скажем так, уступки вы готовы пойти и ради чего. И здесь пишите, что в ней должно быть в этой недвижимости, чтобы вы отошли от этого параметра. И совершенно нормально, что у вас будут некоторые пункты, которые вы скажете, да, ну неважно, все равно будем смотреть. Их смело вычеркивайте. Их не надо забывать совсем, их надо иметь в виду. Но они критически в решении задачи вам роли играть не будут. А будут такие вот, которыми поступиться вообще никак не получится. Ну вот надо обязательно, чтобы они были, и по-другому вы никак не будете рассматривать. Тогда ставьте, что они критические, они приоритетные. И выбирайте недвижимость по итогу уже именно начиная с этих параметров. И вот у вас есть понимание квартиры мечты. Не просто как вы хотите жить, но и зачем вам это нужно, как вы себе представляете. Вот уже с этим можно отправляться в подбор и искать недвижимость. Можно сгрузить это все в агентов. Хороший агент на самом деле может для вас вот прям такую сессию выявления потребностей провести, чтобы вы понимали, чего вы хотите. И чтобы вы понимали, чего вы от него ждете, что ему предлагать. Но здесь, согласитесь, не хватает одного момента. Сколько это все будет стоить? Это все намечтали, конечно, хорошо. Теперь с каким бюджетом мы выходим в задачу? А сейчас вспоминаем начало ролика, что нам нужно, чтобы у нас деньги на покупку были, сначала продать. И вот тут в ход идет старая добрая математика. Но считать мы теперь будем по порядку, с начала в конец, а не с конца в начало. Если это видео прислал вам наш агент, скорее всего у вас на руках уже есть аналитический отчет по вашему объекту. То есть сколько сейчас рынок, по нашим прогнозам, может дать денег за продажу вашего объекта. Если у вас этого отчета нет, запросите у нашего агента. А если вы еще не общались с нашим агентом, вы можете сделать это самостоятельно. Как делать аналитический отчет, вы можете самостоятельно это сделать, посмотрев вот это видео вот по этой ссылке. Итак, у вас есть прогноз, сколько примерно стоит ваш объект недвижимости. И может быть довольно часто бывает сценарий, что рынок сейчас не дает столько, сколько вы хотите. Но давайте не отказываться от своих целей, потому что мечты мечтами, хотелки хотелками, прогнозы прогнозами, а цифры не врут. Допустим, отчет верный, и вы действительно, если продадите вашу недвижимость на Северном Кипре, получите меньше, чем вы хотели. Но давайте посчитаем, что нужно здесь учесть. Стоимость объекта. Вот сейчас совсем без примеров не получится, но я, не называя имен и названий комплекса, расскажу на реальном примере, как мы решали подобную задачу. У нас есть объект, анализ которого показал, что рынок даст с продажи этого объекта от 170 до 190 тысяч фунтов. А нам нужна встречная покупка в другой стране. Как нам посчитать, решается задача или не решается? Отнимаем отсюда, во-первых, стоимость переуступки, если титул на застройщике, в данном случае это 3500 фунтов. Отнимаем отсюда 5% комиссии агентства с продажи этого объекта от вот этой суммы, от вот этой вилки. Это равно, допустим, если мы берем, что мы, к примеру, по негативному сценарию пойдем, продали за 170 тысяч, минус 5% комиссии, это 161 500 фунтов. Отсюда еще отнимаем минус 3500 переуступка, 158 тысяч фунтов у нас получается с продажи чистыми на руки. Здесь еще может налипнуть стопаж. Это налог на прибыль с продажи вашего объекта. Если вы его покупали дешевле, чем продаете, и в договоре у вас налоговая увидит прирост капитала, с этого прироста капитала у вас будет стопаж. В данном случае это продажа первой собственности, то есть собственник ничего до этого не покупал, не продавал. Это его первая недвижимость на Северном Кипре. То есть можно получить освобождение от уплаты этого налога. Поэтому мы его здесь не учитываем. Итак, у нас 158 тысяч фунтов. И нам нужно купить две квартиры. Одну здесь, на Северном Кипре, а вторую в другом городе, в другой стране. И мы идем вот как раз в конец и смотрим, что мы здесь хотели. Вот здесь вот у нас заполненные уже пункты есть, почему мы их хотим, а что будет если. И вот здесь мы сейчас идем на рынок, в данном случае, допустим, ТРСК у нас, и здесь другая страна. И делаем следующее задание. Ищем из того, что мы хотим, сколько бы это ни стоило. И у нас выходит вот здесь вот примерно сумма наших хотелок.
допустим. Вот здесь в данном случае нам нужна была квартира поменьше, так как эта недвижимость была слишком большая, она не нужна, нет смысла за нее платить. Окей, допустим, мы здесь находим 100 тысяч с покупки. И, к примеру, идем в другую страну, там тоже находим такой объект, ну и, допустим, возьмем там тоже 100 тысяч фунтов. Понятно, надо считать конвертацию валюты, мы сейчас упрощаем, чтобы вы саму механику поняли. Тоже 100 тысяч фунтов. Окей. Но это же не все, также задача просто не решается. Что нужно сюда добавить? Если мы говорим про Северный Кипр, нужно, во-первых, комиссию мы здесь не добавляем, так как комиссия чаще всего бесплатная. Ну ладно, условно бесплатная, но я думаю, это тема вообще другого разговора. Как здесь работает комиссия для покупателя. В случае с Dreamhold, если вы берете объекты в нашей базе, то, что мы продаем конкретно, эта услуга для вас, естественно, бесплатна. Все прозрачно, все честно. Ничего мы там никуда не прячем, вы все это увидите в договоре. Но то, что точно нужно сюда добавить, это плюс 6,5% налога, да? Напоминаю, 0,5% налог идет на гербовый сбор, от него уйти не получится, потому что вам просто контракт без него не зарегистрируют. И сейчас в течение 21 дня после регистрации контракта вам нужно оплатить первые 6% налога на трансфер такс на передачу титула, то есть право собственности в вашу пользу. Всего сейчас по поправкам этого года это будет 9%, но следующие 3% вы заплатите уже, когда будете титул получать. Соответственно, у вас есть год, а то и больше, чтобы эти вторые 3% заплатить. Поэтому сейчас здесь будем считать 6,5%. Я думаю, найти 3% за год – это уже задача другого порядка. И даже если вы отложите сейчас эти 3%, скорее всего, вы их куда-то денете, потратите или, не знаю, вложите во что-то. Но я бы так и сделал, а потом бы просто эти 3% искал заново. Поэтому при расчетах это не совсем релевантно. Также добавляем сюда услуги адвоката. Это от 1300 до 2000, может быть, фунтов. По-разному разные адвокаты берут. Но давайте возьмем среднее 1500, потому что в зависимости от работы у нас для адвокатов, для покупателей есть специальные цены. Но опять же, все зависит от объема работы. Находитесь вы на острове, не находитесь, нужна ли доверенность, что вы, какой объект покупаете, нужно ли представлять ваши интересы там, при подключении счетчиков, там, заведения лицевых счетов, всего прочего. Давайте возьмем среднее 1500 фунтов, допустим, вам нужно заложить на адвоката. И у нас получается таким образом 100 тысяч плюс 6,5%, это 106 500, и плюс 1500. Это получается 108 тысяч фунтов нужно заложить на покупку. Еще будут определенные регистрационные расходы, но это все измеряется там в сотнях лир, поэтому давайте округлим, допустим, пускай у нас будет 110. На все про все. Таким образом посмотрели картину. И то же самое делаем для другой страны. Добавляем налоги. Какие там налоги? Если вы гражданин этой страны, одни расходы. Если вы не гражданин, то другие расходы. Если там комиссия с покупателя, если вы через агентство покупаете, я рекомендую, если вы не находитесь в стране и хотите выбирать объект удаленно, найдите себе хорошего агента. Только хорошего, который понимает ваши задачи, а не просто готов вам слать подборки и спамить вам в WhatsApp или в Telegram. Договоритесь на Zoom-встречу, объясните ситуацию. Если человек берет комиссию, тем более за ваши услуги, но пускай окажет вам услугу на должном уровне и сделает для вас именно вот эту работу по подбору, чтобы вы выбрали ту квартиру, которая вам нужна. И если вы планируете приехать, решать задачи самостоятельно, тоже другой вопрос. В общем, таким же образом в той стране, в которой вы планируете там, допустим, покупку, проделайте вот эту же работу по дополнительные расходы. От себя еще добавлю, что многие забывают, а не надо забывать, что у вас здесь где-то, наверное, от 1 до 3% съест перестановка. Это конвертация валюты и перестановка средств. Отсюда у вас деньги здесь, на руках, допустим, в фунтах, а вам нужно, к примеру, в белорусских рублях в Беларуси. Как решать эту задачу? Тоже надо эти расходы здесь заложить. И у вас, допустим, здесь, по итогу там получится, к примеру, тоже 105 тысяч фунтов по итогу у вас получилось. И вот смотрим, как будто математика не складывается, потому что здесь остается 158, а тут вроде бы намного больше. Что же теперь получается? Ничего не делать, задача не решается, не в вашу пользу рынок сейчас работает, и то, что вы себе намечтали, нереализуемо? Но нет, конечно. На самом деле здесь и начинается настоящая работа агента по недвижимости, находить решения там, где они, казалось бы, не очевидны. Если бы все было так просто, люди бы это делали сами, мы бы агенты были в принципе и не нужны. Но, во-первых, что можно сделать? Из самого очевидного. Первое, продать дороже. Возможно ли? Надо смотреть. Если есть возможность продать дороже, естественно, нужно попробовать это сделать. Но ключевое слово «продать», а не «дороже».
Потому что выставить можно хоть за 300, хоть за 500 тысяч, хоть за миллион. Вопрос, увидите ли вы деньги, да? И, соответственно, здесь тоже ошибка многих продавцов недвижимости. Это поставить цену, вот исходя из вот этого решения задачи. Но рынок-то столько, если не даст, то по итогу задача все равно не решится, правильно? Можно надеяться на удачу, да, придет кто-то, кто не разбирается в рынке и заплатит вам столько, сколько вам нужно, но по-честному себе ответьте, какова вероятность в процентах того, что это произойдет? Мы на такую статистику полагаться не можем, поэтому давайте думать, где еще мы можем найти решение. Во-первых, продать дороже можно там, на несколько процентов, примерно, ну, допустим, на 10% мы продали дороже. Окей, здесь решается эта задача путем маркетинга, путем искусственного создания спроса, там, ну, методы тоже свои есть. Это тема уже отдельных видео, частично я о них рассказывал в других видео на этом канале. Что мы еще можем сделать? В случае, если мы покупаем встречку, допустим, внутри Северного Кипра, мы же понимаем, что здесь, на встречной покупке, тоже сидит свой собственник и тоже ждет своей сделки. У него, скорее всего, ситуация тоже похожая на вашу. Ну, либо какая-то другая, но задачи в любом случае точно такие же. И он сейчас сидит, вот, допустим, за эти 100 тысяч, пытается продать, и продать, допустим, не может. Посмотрите на Хангееве или на Юзберавлере это объявление, найдите, посмотрите срок экспозиции. А вдруг он уже больше года продает и продать не может. Так ничто же не мешает вам прийти и предложить ту цену, которую считаете справедливой, правильно? То есть, если вы здесь, как продавец, вынуждены снижаться по цене, потому что рынок не дает столько, сколько вам нужно, полагайте, что такая ситуация на рынке, она работает, в принципе, для большинства объектов. Да? И здесь тоже можно сделать предложение, и торги никто не отменял, если они аргументированные и если они действительно обеспечивают заинтересованность обеих сторон. То есть, да, можно ему хоть 30 тысяч предложить, если вы видите в объявлении 100. Согласится он на это или нет? Ну, не знаю, мяч будет на его стороне. Мы можем только прогнозировать. То есть, вот здесь вот можно итоговую сумму тоже уменьшить. И причем, видя ситуацию на Северном Кипре сейчас, как продаются объекты недвижимости, понятно, надо смотреть от сегмента, конкретно от объекта, но порой уменьшить здесь сумму удается довольно ощутимо. Потому что человек тоже хочет решить свою задачу, потому что человек тоже смотрит, как прийти к тому решению, которое ему нужно. И это рынок так работает. На растущих рынках немножко попроще. Если задача решается, можно немножко подождать, когда рынок дорастет и даст ту сумму, которая решит вашу задачу. Но все остальное же тоже дорожает. А в данном случае у нас в 2025 году на Северном Кипре никакого массового роста не наблюдается. Приходится решать задачи такими способами. Что еще можно сделать? То же самое можно здесь посмотреть. То есть вы смотрите цены предложений, да, а не стоимости сделок, а вам нужна стоимость сделок. Никто не мешает вам вступать в переговоры, и вам для этого не обязательно уже иметь деньги на руках, чтобы начать торговаться. Просто вы выбрали себе, допустим, 10 объектов, которые вам подходят, но все они на 20 тысяч дороже, чем вам надо. А вы просто возьмите, заморозьтесь и позвоните или напишите по всем этим 10 объектам и предложите цену на 20 тысяч меньше. И посмотрите, что вам ответит. И даже если никто не согласится на ваше предложение, вам либо сделают встречное предложение, либо, что чаще всего происходит, скажут: приходите, смотрите, будем разговаривать. Поэтому можете мне не верить, можете прям так и сделать, и вы увидите, что действительно стоимость сделки будет отличаться от стоимости предложения. И это тоже надо учитывать. И такие решения мы тоже находим. Ну а если задача совсем никак не решается, если у вас, допустим, какая-нибудь студия в Искеле, которая, в принципе, сейчас не может стоить очень дорого, а вам нужно переехать, не знаю, в дом в Португалии на первой береговой линии, наверное, без доплаты такая ситуация не решится. Но давайте искать возможности доплаты. Можно посмотреть возможности ипотечных займов в Португалии. Но даже если задача не решается, а что делать с этой недвижимостью, если она вам не нужна? Продавать или не продавать? И в некоторых случаях выгодно, да, продать, чтобы деньги работали, потому что их можно куда-то вложить. А в некоторых случаях выгодно не продавать сейчас. Рынок может поменяться, и вы можете оказаться в будущем в более выгодной для вас ситуации, чем сейчас. Эта ситуация работает не для всех. Я вообще считаю, что лучшее время для решения задач с недвижимостью — это сейчас, потому что у вас есть задача сейчас, в прошлом вы ее решить уже не можете. А что будет с рынком в будущем, вы можете только прогнозировать, предсказывать, но вы никогда не знаете наверняка. Поэтому если есть задача, старайтесь ее решить сейчас. Если ситуация сейчас вообще никак не решается, обратитесь к агенту DreamHold. Вот такие решения, поиски решений для вас бесплатны. Мы как минимум придем, послушаем вашу ситуацию, предложим какие-то варианты, попробуем их, пощупаем вместе. Но если совсем никак не решается, окей, тогда откладывайте. Но не отказывайтесь от своих целей, не отказывайтесь от движения вперед, просто потому что вы не видите решения. Потому что решений всегда больше, чем видно на первый взгляд. Поэтому давайте договоримся. Если вы не находите решение вашей задачи, обратитесь к агенту DreamHold, либо напишите нам по контактам в описании, попробуем решить вашу задачу вместе. А если не решается, тогда будем принимать другие решения.